Руда был жителем трущоб, который часто забирался на свалки богатых людей, чтобы украсть что-нибудь полезное. Однако, когда его обвинили в убийстве приемного отца и бросили в яму, куда сбрасывают весь мусор со всего мира, ему пришлось сражаться с гигантскими монстрами, сделанными из мусора, чтобы выбраться и отомстить. Мир разделен на две части. С одной стороны, чистый город, где живут богатые люди, а с другой — трущобы, где живут такие же люди, как и они. Единственное, что остается неизменным, это яма, куда сбрасывают весь мусор, включая преступников. Богатые люди, живущие в городе, без колебаний выбрасывают даже слегка поврежденные вещи. Например, женщина, которая говорит своей дочери выбросить только что купленную игрушку щенка, потому что она сломалась, говорит ей, что игрушка станет некрасивой, если ее починить, и они могут просто купить другую позже. Девочка не возражает, и ее мать выбрасывает щенка вместе с другим мусором в маленькое отверстие для мусора, которое ведет прямо к грузовику в подземном туннеле, ведущем к гигантской свалке. Однако молодой Руда тоже находится на свалке и покупает вещи, которые привозят грузовики. Он пробирается на свалку и заходит в одну из комнат, но, к сожалению, один из охранников слышит какой-то шум и сразу же заглядывает внутрь, чтобы найти того, кто роется в мусоре. Охранник врывается в комнату, направив пистолет на Руда, называя его отвратительным выродком, который угрожает красоте города, собирая мусор. Руда даже не отвечает, потому что слышит это каждый вторник. Но затем охранник поднимает тревогу и вызывает подкрепление. Когда прибывают другие охранники, Руда бросает в них несколько мешков с мусором, и чистюли не могут справиться с сырыми яйцами на своей форме. Поэтому они просто смотрят, как он забирается по вентиляционной трубе, ничего не делая. Руда вылезает из трубы возле выхода. Но ворота закрываются прямо перед его носом, и тут появляются другие охранники. На следующий день по городу распространяются новости о мусорщике, и люди обвиняют в этом жителей трущоб. По другую сторону стены жители трущоб точно знают, кого винить, потому что Руда не в первый раз забирается на свалку. Они думают, что однажды его поймают, и большинство из них на самом деле надеются, что так и будет. Руда не обращает на них внимания, потому что открывает свой магазин, чтобы продавать найденные им отремонтированные вещи. Когда его подруга Чива приходит туда, чтобы накричать на него, она спрашивает, зачем он так рискует, чтобы копаться в мусоре горожан. А он отвечает, что этим богатым ублюдкам все равно, что выбрасывать совершенно пригодные вещи. Ему жаль, что они их выбрасывают, поэтому он их забирает. А поскольку он может заработать на их продаже, это даже лучше. Чива, кажется, понимает его, но тут появляются трое парней, которые зажимают носы и говорят, что здесь воняет мусором. И просят Чиву держаться подальше от Руда, иначе она тоже будет пахнуть мусором. Они оскорбляют его толстые черные перчатки, которые он не стирал с тех пор, как Обама был президентом. И говорят, что от одного их прикосновения у любого появится сыпь. Один из парней пинает фонарь, который только что починил Руда, и говорит, что никто не купит у него этот мусор. Он говорит, что руки Руда еще более отвратительные, чем перчатки, поэтому он их прячет. Руда молча слушает все, что они говорят, но когда один из парней называет его сыном убийцы, он внезапно приходит в ярость. Однако парни не останавливаются. Они говорят, что трущобы были созданы для того, чтобы держать преступников в тюрьме, а люди, которые сейчас там живут, их потомки. Поэтому они всегда стараются поддерживать свою репутацию, но отец Руда опозорил их, став убийцей. Руда больше не может терпеть оскорбления и смотрит на парней убийственным взглядом. Они обделываются и тут же убегают, продолжая проклинать Руда и говорить, что однажды он станет убийцей, как его отец. Затем Руда снова начинает чинить фонарь, а Чива говорит ему, что верит, что он хороший человек и никогда не станет таким, каким был его отец. Он смущается, услышав это, но прежде чем он успевает поблагодарить ее, внимание Чивы привлекает игрушка-щенок, которую он нашел на свалке прошлой ночью. Оказывается, Руда принес щенка в подарок ей. Но прежде чем он успевает отдать его ей и увеличить свой риск, приходит мама Чивы и забирает ее. После этого Руда идет домой и видит, что его приемный отец Рито ждет его. Рито вдруг начинает изображать, как он нервничал, пытаясь отдать щенка Чиве, и Руда краснеет, потому что не заметил, что он за ними наблюдает. Рито говорит ему, что они поговорят об этом позже, потому что сначала им нужно поговорить о небольшой поездке Руда на свалку. Рито говорит ему, что ему не нужно так напрягаться, потому что они не настолько бедны. Он думает, что Руда чувствует себя немного обязанным ему, потому что он усыновил его после того, как его биологического отца бросили в яму за убийство. Но Руда говорит, что это не так. Он говорит Рито, что считает его своей семьей и просто пытается внести свой вклад. Рито просто говорит ему, чтобы он был честен и с Чивой, и Руда внезапно сильно дергается, задевая рану от выстрела прошлой ночью. Рито тут же начинает оказывать ему первую помощь и меняет повязки на руках.
Глядя на свои руки, Руда вспоминает, что они были ранены с тех пор, как он себя помнит. Люди всегда осуждали его за это, и иногда его раны начинали ужасно болеть ни с того ни с сего. Однажды Рито дал ему черные перчатки, которые волшебным образом заглушали боль. Когда Рито заканчивает обрабатывать раны Руда, он говорит ему признаться, что она скоро уедет, иначе ее уведет кто-то другой. И пока они шутят об этом, жуткий парень в маске подслушивает их разговор с улицы. На следующий день Руда наконец набирается смелости признаться в своих чувствах Чиве и идет к ней домой с щенком. Но по дороге он видит сцену, которая не редкость в трущобах. На краю трущоб есть яма, куда сбрасывают весь мусор и серьезных преступников. Сегодня в яму бросают еще одного преступника, и Руда может только наблюдать за казнью, гадая, что происходит с людьми в яме. Тут появляется Чива и говорит, что это довольно жестокое зрелище, и Руда паникует, потому что он еще не готов с ней встретиться. Чива вдруг начинает говорить о казнях и других вещах. А потом она говорит Руда, что не хочет, чтобы его бросили в яму. Она говорит, что есть много вещей, которые нельзя выбрасывать как мусор, но это недостаточная причина, чтобы рисковать жизнью. Руда отвечает, что Рито сказал то же самое, и Чива говорит, что это потому, что Рито тоже его любит. Руда не сразу понимает, что Чива сказала, что Рито тоже его любит. И его мозг с 2 мегабайтами оперативной памяти понимает, что Чива имеет в виду, что она его любит. Она смущается, понимая, что ее слова можно было так истолковать, но Руда уже потерял голову. Он падает на землю, закрыв лицо руками, а потом отдает игрушку щенка Чиве, говоря, что она может не захотеть ее, потому что она из мусора. Но он подумал, что щенку будет лучше с ней. К его огромной радости Чива берет игрушку и говорит, что будет беречь ее, и Руда счастлив как никогда. Он прыгает и танцует по дороге домой, думая, что ему нужно немедленно похвастаться этим перед Рито. По дороге он натыкается на охранников, которые даже не обращают на него внимания, но ему интересно, почему они в трущобах. В любом случае, Руда приходит домой и начинает рассказывать Рито о том, что произошло, как только открывает дверь. Но он приходит в ужас, когда видит Рито на земле, а сверху на нем сидит жуткий парень в маске. Парень в маске оборачивается, чтобы взглянуть на Руда, прежде чем вонзить нож глубже в тело Рито. Руда теряет самообладание, увидев это, и бросается на парня в маске, но получает такой сильный удар, что даже не понимает, когда его вырубили. К тому времени, как Руда приходит в себя, убийца в маске заканчивает свою работу. Он поднимает с пола книгу и выходит на улицу, мельком взглянув на Руда, который пытается последовать за ним, но потом слышит голос Рито. Рито каким-то образом еще жив и на последнем издыхании говорит Руда бежать. Руда тут же подходит к нему и обещает, что поможет. Но Рито просто говорит ему бежать и изменить этот дерьмовый мир к лучшему. После этого тело Рито обмякает, и Руда не может понять, что происходит. В этот момент появляются солдаты и стреляют в Руда, считая его убийцей. Они прижимают его к земле и говорят, что он арестован за убийство, а Руда говорит им, что это был не он. Охранники говорят ему, что его слова больше ничего не значат, потому что они поймали его с поличным. Он продолжает говорить им, что настоящий убийца только что вышел из дома, и его еще можно поймать. Но охранники даже не хотят его слушать и просто вырубают его традиционным способом, бьют по голове. Вскоре Руда ведут на эшафот, чтобы казнить за преступление. Все жители трущоб приходят посмотреть, как его бросают в яму, и даже некоторые высокопоставленные люди из главного города. Судья говорит Руда, что убийство – одно из самых тяжких преступлений, и даже если он убил простого жителя трущоб, наказание не будет смягчено. Он объявляет, что Руда будет казнен, бросив его в яму, и люди начинают аплодировать, услышав это. Руда все еще не может поверить, что это происходит с ним, и он хочет, чтобы хоть кто-то поверил, что он не убийца. Его взгляд скользит по толпе и останавливается на Чиве. Руда кричит ей, что он не убивал Рито. Он просит ее найти виновного, но она просто говорит, что доверяла ему, но он этого не заслужил. Она говорит, что он был сыном убийцы и бросает игрушку, поворачиваясь к нему спиной. Ее предательство ранит Руда больше всего на свете, и он огрызается на людей, называя их человеческой грязью, которая заслуживает того, чтобы ее бросили в яму. Он говорит, что они здесь настоящая грязь, потому что они просто куски мяса без мозгов и воли. Он клянется, что отправит их всех в ад, и вдруг замечает, что убийца тоже среди толпы. Но у него нет возможности рассказать об этом, потому что его сбрасывают с края. Руда кажется, что он падает целую вечность, и в какой-то момент он теряет сознание. К счастью, весь мусор на дне ямы смягчает его падение, и когда он приходит в себя, то оказывается совершенно невредимым.
Он удивляется, что происходит и как он еще жив, когда его внезапно окутывает зловоние этого места. Даже мусорщик вынужден закрыть нос, а потом замечает огромное море мусора перед собой и вещи, которые он не узнает. Руда удивляется, что это за место, когда вдруг его накрывает огромная тень. Он оборачивается, чтобы посмотреть, что происходит, и не верит своим глазам, когда видит гигантского монстра из мусора, который скалится на него. Руда на мгновение теряет сознание, увидев монстра, и вспоминает, как ему всегда казалось странным, что все так одержимы тем, чтобы сбрасывать мусор и человеческую грязь на дно ямы. Но никого не волновало, что на самом деле происходит с ними внизу. Они даже не задумывались о том, что еще может быть на дне, и это беспокоило его больше всего. Но он быстро приходит в себя и бежит, спасая свою жизнь, когда гигантский монстр приближается к нему. Внезапно все становится еще хуже, когда монстр громко рычит, и из кучи мусора выскакивают другие монстры. Они начинают преследовать Руда, который бежит изо всех сил, но это бесполезно, потому что вскоре он оказывается в ловушке. Он задается вопросом, что это за монстры, и действительно ли они просто груды мусора, которые могут двигаться сами по себе. Монстры внезапно набрасываются на него, и он каким-то образом уклоняется от их атак. Он пытается убежать, но спотыкается и падает прямо на человеческий череп, понимая, что его ждет. Руда проклинает ублюдков, которые бросили его в это адское место, и в этот момент куча мусора, на которой он стоял, обрушивается. Руда быстро оказывается на дне утеса, который держит монстров на безопасном расстоянии, но есть еще кое-что, что убивает Руда. Он понимает, что воздух в этом месте буквально ядовит, и если он будет дышать им слишком долго, его легкие разорвутся. Он закрывает рот и нос перчатками, надеясь найти место, где можно спрятаться и прийти в себя. Но потом он вдруг понимает, что в этом аду может не быть безопасного места. Он начинает терять надежду и внезапно выплевывает кровь, звук который снова привлекает к нему монстров. Руда падает на землю, не в силах пошевелиться, и почти смиряется со своей судьбой, когда вдруг в его памяти всплывает умирающее тело Рито. Странная сила внезапно наполняет руки Руда, но он этого не замечает. Но он чувствует, что его зрение меняется, и он начинает видеть свет, исходящий из кучи мусора и из железной трубы перед ним. Руда ползет к нему, решив выжить, потому что у него есть причина жить. Он хватает железную трубу и встает, заявляя, что вернется на поверхность и отомстит людям, которые отправили его сюда, и ублюдку, который убил его отца. В нем закипает ярость, и монстры подкрадываются к нему, воспользовавшись этим шансом. Но когда один из них нападает на него, Руда просто отбивает его железной трубой, даже не глядя на него. В результате этого удара Акин отлетает и попадает в зонтик другого жителя ямы, который удивлен, что сюда пришел кто-то, кто может сражаться с монстрами. Тем временем Руда сходит с ума, сражаясь с монстрами. Ему плевать на ядовитый воздух или кровь, текущую из носа, он продолжает прыгать. И даже удар о огромные камни на большой скорости, кажется, не причиняет ему особого вреда. Монстр разбивает камень, на котором он застрял, и Руда выбирается наружу, таща за собой шест. Он размахивает им изо всех сил, нанося монстру огромный урон. Но тут внезапно из-под него появляется еще один монстр. Руда каким-то образом уворачивается от его пасти, но тут наконец-то сказываются последствия вдыхания ядовитого воздуха. Он снова начинает харкать кровью, и монстры пользуются этим, чтобы подкрасться к нему. К счастью, его таинственная сила снова возрастает, давая ему силы и безумие, чтобы устоять на ногах, даже когда на него одновременно нападают два монстра. Руда благополучно выходит из столкновения и использует металлический лист, чтобы разрезать череп первого монстра. Затем он нападает на второго монстра, разрубая его пополам и заставляя взорваться. После этого он делает перерыв, но тут к нему приближается еще один гигантский монстр. Увидев его, Руда решает убежать и восстановить силы, но монстр со всей силы топает по земле, создавая ударную волну, которая сбивает его с ног. Но когда Руда открывает глаза, он с ужасом видит парня в жуткой маске, стоящего над ним. Он задается вопросом, кто этот парень и откуда он взялся, но мужчина внезапно поднимает его и пинает вперед. Руда кашляет кровью и собирается дать отпор, но мужчина внезапно надевает ему на лицо противогаз, позволяя снова дышать. Руда в замешательстве и спрашивает мужчину, местный ли он. Он хочет узнать об этом месте и о здешних монстрах, но мужчина в маске просит его молчать. Очевидно, что человек с низким IQ не понимает приказов, и Руда продолжает громко спрашивать его об этом месте. Мужчина в маске снова шепчет ему, чтобы он замолчал, но Руда просит говорить четче. Он спрашивает, находятся ли они под землей, и мужчина в маске наконец срывается.
Он забывает свой собственный совет и кричит на Руда, говоря, что они не под землей, а на поверхности, и что люди, живущие наверху, виноваты в том, что превратили это место в ад. Затем он говорит Руда, что гигантских монстров, сделанных из мусора, привлекает звук, и благодаря тому, что он не замолчал, они его заметили. Мужчина в маске говорит, что мусорных тварей нельзя победить обычным оружием, поэтому им лучше было бы тихо уйти, но они больше не могут этого сделать. К этому моменту один из монстров догоняет их, и мужчина в маске решает разобраться с ним в первую очередь. Из его руки внезапно вырывается золотая энергия и окутывает его зонтик, превращая его в оружие. Монстр нападает на них, но мужчина в маске просто размахивает зонтиком перед его лицом, используя его как ручной блендер, чтобы измельчить монстра. Куски монстра разлетаются повсюду и внезапно превращаются в пыль. Руда уже был удивлен странной силой, но теперь ему еще больше интересно, почему монстры не восстанавливаются после этой атаки. В этот момент появляется огромная толпа монстров, но мужчина в маске уверен, что справится с ними всеми. Он бросается к монстрам, быстро взрывая их своим зонтиком с лезвиями, а затем подпрыгивает, используя зонтик как парашют. Руда задается вопросом, это какая-то технология, которую используют люди в яме, или она уникальна для мужчины в маске. Тем временем мужчина в маске подлетает к последнему оставшемуся гигантскому монстру, который внезапно выплевывает в него шар кислоты. Он блокирует и рассеивает кислоту своим зонтиком, и кислота взрывается при попадании в мусорные кучи. Затем мужчина в маске использует голову монстра как опору, чтобы подпрыгнуть выше, и после этого вливает больше энергии в свой зонтик, увеличивая его размер и разрушительную силу. Он бросается к голове монстра, разрезая его и землю. Сделав это, мужчина в маске возвращается к Руда, который спрашивает его, кто он такой. Мужчина снимает маску и представляется как Энджин, простой уборщик, но в следующий момент он заставляет его пожалеть о своем решении. Энджин ругает Руда за то, что тот заставил его снять маску, и вдруг Руда падает. Пока он без сознания, ему снится случай из детства. Он вернулся домой после того, как другие мальчишки издевались над ним и столкнули его в канализацию, потому что он сказал им, что предметы живые, а они ему не поверили. Ректа спросил его, дал ли он сдачи, и Рута ответил, что нет. Он спросил Ректа, правда ли, что когда к предмету относятся бережно, в нем может поселиться душа. Пока Ректа приводил его в порядок, он сказал, что это всего лишь старая легенда, чтобы люди ценили то, что у них есть, но лично ему нравится верить, что у всего есть душа. Руда стало еще любопытнее, и он спросил, есть ли душа у вещей в их доме, включая его перчатки. Ректа просто ответил, что если он будет относиться к ним бережно, то однажды у них появится душа. Рута внезапно просыпается от этого сна и обнаруживает, что он прикован цепью, и его тащит Энджин. Рута ругает его, просит отпустить, но Энджин говорит, что просто ведет его в безопасное место. Рута это больше не волнует, потому что он хочет вернуться наверх, чтобы отомстить, но эти слова заставляют Энджина остановиться. Он говорит Рута, что невозможно подняться обратно в место, которое они называют сферой, которая находится в небе и постоянно движется. Затем он снова тащит Руда, говоря, что вернуться сейчас невозможно, и ему нужно успокоиться и принять новую ситуацию. Рута, однако, отказывается сдаваться, говоря, что он вернется в сферу любой ценой. Он считает, что Энджин знает, как туда попасть, но скрывает это от него. И он кричит на него, чтобы тот рассказал ему все, что знает, или он будет кричать, пока не придут новые монстры. Энджин злится и говорит Руда, что расскажет ему, что это за место. Он тащит его еще небрежнее и, наконец, приводит на поляну в каньоне, которая в 100 раз чище, чем все вокруг. Энджин бросает его там, говоря, чтобы он развлекался, и быстро уходит, а Руда просит его хотя бы освободить его, но Энджин уходит, ничего не сказав. Внезапно из грузовиков выходят люди в противогазах и направляются к Рудо. Он задается вопросом, не жители ли они этого места, и люди тоже очень интересуются им. Судя по его одежде, они думают, что он из сферы, и подходят к нему со своими вопросами. Руда нервно говорит им, что он упал со сферы, и люди внезапно снимают маски. Они, кажется, очень рады видеть живого обитателя сферы, потому что раньше они всегда находили только их трупы. Им становится очень любопытно, и они начинают рассматривать лицо Руда, а он тут же отходит от них. Мужчины говорят ему, что они не причинят ему вреда, и начинают развязывать его, и он думает, что они гораздо добрее, чем Энджин. Однако все это оказывается ловушкой, и вскоре Руда оказывается крепко прикованным цепью в грузовике.
Он не понимает, что происходит, но люди снаружи говорят, что им повезло заполучить настоящего живого сферита, потому что за него можно выручить огромную сумму. Они говорят, что люди платят бешеные деньги за части тела и одежду мертвых сферитов, и если они найдут редкого сферита, то сойдут с ума. Затем лидер группы говорит Руда, что люди готовы платить такие огромные деньги за сферитов, потому что ненавидят их. Он проклинает людей, живущих в сфере, которые сбрасывали все свои отходы на планету, пока она не покрылась мусором, отравляя воздух и создавая монстров. Люди, которые погибли от монстров или потеряли свои дома из-за токсичного воздуха и земли, затаили глубокую обиду на сферитов. И как только они найдут живого, они устроят ему средневековую расправу. Затем лидер решает накормить Руда чем-нибудь, чтобы поприветствовать его на поверхности. И это гнилое мясо и другие испорченные продукты. Он продолжает издеваться над ним, говоря, что такие сфериты, как он, даже не прикасаются к мусору. Поэтому он не может переваривать такую еду. Однако, когда он пытается засунуть кусок мяса в горло Руда, мужчина совершает самую большую ошибку в своей жизни. Руда внезапно кусает его за пальцы, отрывая от них плоть и пережевывая ее вместе с гнилью, которую он съел раньше. Затем он начинает есть гнилую еду, говоря, что это не мусор, потому что она все еще вполне съедобна. Мужчина обмочился, потому что никогда не видел такого зверя, но это только начало. Руда злится на всех за то, что они называют вещи мусором и недостойными использования, и больше не собирается это терпеть. Его сила снова проявляется, и он вырывается из цепей. Он выпрыгивает наружу и выпускает свою энергию на землю, поднимая предметы вокруг себя. Энджин наблюдает за всем издалека и очень рад, что Руда оказался таким щедрым. Человеком, который может оживлять предметы и извлекать из них силу, как и он сам. Тем временем на земле Рута думает о словах Рикта, что бережное отношение к предметам делает их живыми, и они тоже бережно относятся к своим людям. Он снимает маску и хватает цепь, которой его связали, наполняя ее жизнью и превращая в оружие. Мужчины бросаются к нему, но Руда просто бьет по земле цепью, заставляя их отступить. Их лидер говорит им целиться в цепь, потому что даритель бесполезен без своего предмета, и его людям удается быстро обезоружить Руда. Однако, к их полному шоку и восторгу Энджина, Руда поднимает шину и тоже превращает ее в оружие, что слишком редко встречается даже у могущественных дарителей. Он быстро расправляется с мужчинами, а затем переходит к их лидеру, который продолжает проклинать его, пока мочится в штаны. Но как только Руда собирается ударить его, появляется Энджин и останавливает его. Руда внезапно приходит в себя, и его сила угасает. Шина, которую он использовал, внезапно превращается в пыль, и у Руда идет кровь из носа, пока он пытается понять, что только что сделал. Энджин говорит, что такое безрассудное использование силы истощает его тело. Затем он извиняется за то, что так испытывал Руда, но хотел убедиться в его способностях. Он обещает рассказать ему все об этом мире и его силах, но взамен хочет, чтобы Руда присоединился к уборщикам, потому что им нужны такие люди, как он, чтобы сражаться с монстрами. Однако для Рута это слишком, и он говорит, что не хочет к ним присоединяться. Как оказалось, Энджин не знает, что значит слово «нет», и отводит Рута в клинику, чтобы его вылечили, и звонит своему другу, говоря, что нашел гения и завербовал его в уборщики. Рута в шоке, потому что он никогда не соглашался присоединиться к ним. Он говорит, что ему нужно немедленно вернуться в сферу, но жуткий доктор с глазами шире, чем отверстие на бильярдном столе, говорит ему замолчать. Он кричит на Руда за то, что тот вышел на ничейную землю, потому что воздух там буквально отравлен. Он называет его идиотом за то, что его похитили, и говорит ему поблагодарить Энджина, который спас его от 2 ужасных судеб за 1 день. Рута мысленно проклинает Энджина, а затем доктора, который оказывается пожилой женщиной и обижается, когда Рута называет его стариком. Закончив лечение, она выгоняет Рута и Энджина. На улице Рута благодарит Энджина за оплату лечения и говорит ему, что ему просто нужна информация о том, как вернуться. Он говорит, что у него нет времени становиться уборщиком или как там он себя называет. Но Энджин отвечает, что надеялся, что похищение научит его, как здесь обращаются со сферитами. Он говорит Руда, что если кто-нибудь узнает, что он из сферы, он пожалеет, что родился, и кроме того здесь нельзя найти информацию бесплатно. Затем Энджин ведет его в заброшенный антиутопический город, но он намного лучше, чем грязный мир снаружи. Он даже угощает Руда бургером, и тот съедает его, не сдерживаясь, потому что его вырвало всем гнилым мясом, которое он съел некоторое время назад. Раньше он думал, что на дне ямы не будет ничего, кроме мусора. Но здесь есть города, в которых живут люди. Он замечает девушку, которая заходит в магазин, и начинает смотреть на нее. Но затем Джим решает преподать ему урок о поверхности. Он говорит, что мусор не единственное, что накапливается здесь, потому что эмоции тоже накапливаются в виде энергии, называемой анимой.
Мусорные звери – один из способов проявления аниме, и хотя они в основном обитают на свалках, иногда они нападают и на города. Он говорит, что обычное оружие не может навредить мусорным зверям, потому что их ядра сделаны из аниме, но перчатки Руда могут. Рута удивлен, услышав это, и Энджин говорит ему, что когда с предметом долго обращаются бережно, внутри него тоже накапливается анима, и такие предметы называют жизненно важными инструментами. Жизненно важные инструменты могут уничтожить ядра мусорных зверей, но не каждый может извлечь из них силу. Энджин говорит, что таких людей, как они, которые могут извлекать эту силу, называют дарителями и их организацией. В организации уборщиков полно дарителей, которые уничтожают мусорных зверей. Рута спрашивает Энджина, обещает ли он рассказать ему, как вернуться в сферу, если он присоединится к уборщикам, и тот отвечает, что понятия не имеет об этом. Рута злится на него за то, что он его обманул, и Энджин напоминает, что он никогда не говорил, что знает, как отправить его обратно. Однако он утверждает, что его босс очень мудрый, и, возможно, сможет помочь Рута вернуться домой. Рута злится, потому что теперь ему нужно встретиться с боссом Энджина, прежде чем принимать решение, но затем Энджин спрашивает его о перчатках. Рута говорит ему, что их подарил ему отец, и это единственное, что о нем напоминает. Теперь Энджин понимает, почему он так дорожит изношенными перчатками, и говорит Рута, чтобы он обращался с ними бережно, потому что в них заключена сильная душа. Рута расстраивается, потому что все остальные всегда смеялись над его перчатками, но затем Энджин получает сообщение и решает встретиться с другом по работе. Рута внезапно встает и благодарит его за все, а Энджин в ответ бросает ему мешочек с деньгами, говоря, чтобы он был осторожен с ними. Рута не может поверить, что он дает ему деньги вдобавок ко всему, что уже сделал для него. Но Энджин говорит ему, что это не имеет значения, потому что он заработал деньги, продав свою одежду. Вот как он смог вылечить и накормить его, так что ему даже не нужно его благодарить. Рута приходит в ярость, услышав это, но Энджин говорит ему, что он все равно не мог ходить по городу в одежде из сферы. Он говорит, что сейчас встретится со своим тренером и просит его терпеливо ждать здесь. Рута очень злится на него, но потом замечает, что кошка забирает его деньги и убегает. Он сразу же бросается в погоню, но не может догнать кошку. К счастью, он замечает на улице палку в форме полумесяца и тут же берет ее с собой, чтобы остановить кошку. Как только ему удается прижать кошку, появляется владелец посоха, и он злится на Рута за то, что тот пытался украсть его драгоценный посох. Рута спрашивает его, что такого ценного в этом дурацком куске дерева, и мужчина еще больше злится на это. Он быстро забирает свой посох и отталкивает Рута, говоря, что тот заплатит за свои преступления. Перед этим мужчина начинает странно себя вести со своим посохом, и Рута совершенно сбит с толку. И тут он видит символ уборщиков на зонтике Энджина и понимает, что мужчина перед ним тоже уборщик. Мужчина активирует силу своего посоха и превращает его в оружие, нападая на Рута. Однако он намеренно промахивается, потому что Энджин уже рассказал ему о Рута. Затем он представляется как Занка, парень, который будет отвечать за его обучение по просьбе Энджина. Он говорит, что никогда не думал, что ему придется учить сопляка, что нельзя воровать у других, и Рута говорит ему, что он просто одолжил палку, чтобы вернуть свои деньги. Занка говорит, что должно быть отец плохо воспитал Рута, и тот очень злится, потому что не может терпеть, когда кто-то оскорбляет Ректа. Однако, думая о Ректа, он вспоминает, что однажды тот сказал ему, что если он хочет, чтобы его выслушали, то должен сделать первый шаг назад в драке и попытаться понять, что чувствует другой человек. Следуя этим словам, Рута думает, что Занка имеет право злиться, потому что внезапно забрал у него его сокровища. Он чувствует, что разозлился бы, если бы кто-то по ошибке забрал его перчатки, и понимает, что это его вина. Он извиняется перед Занкой, и мужчина тоже быстро успокаивается. Он говорит Рута, что все в порядке, раз он вернул посох, и ему тоже следовало бы вести себя спокойнее. Ну, Рута совершенно сбит с толку внезапной переменой в его характере. А еще потому, что это первый раз, когда ему удалось разрядить напряженную ситуацию просто разговором. Он продолжает думать, что Ректа был прав во многих вещах, и тогда Занка помогает ему подняться на ноги. Он спрашивает его о его жизненно важном инструменте и о том, что он может с ним делать. Рута говорит ему, что его жизненно важные инструменты — это, наверное, перчатки, но он еще не знает об их способностях. Занка осматривает его перчатки и замечает, что они действительно крутые, но Рута все еще удивляется, каким другим он кажется сейчас. Он вдруг понимает, что это должно быть потому, что он улыбается, а Ректа всегда говорил ему улыбаться, если он хочет подружиться. К сожалению, Рута никогда раньше не улыбался, и ему нужен тренер по фитнесу, чтобы научить его правильно использовать мышцы лица. К еще большему сожалению, он этого не знает и изо всех сил старается изобразить человеческую улыбку.
Но в итоге получается самое ужасное выражение лица, которое Занка когда-либо видел. Он снова набрасывается на Рута, спрашивая, что это за выражение лица. Он спрашивает, не издевается ли он над ним. И Рута спрашивает, почему он злится на этот раз, ведь это была лучшая улыбка, на которую он был способен. Занка говорит ему, что даже слепой мог бы сказать, что это не улыбка, поэтому Рута решает закрыть глаза и губы, чтобы это выглядело более естественно. На этот раз он выглядит менее жутко, но этого недостаточно, чтобы Занка перестал злиться. Он думает, что Рута слишком самоуверен, потому что Энджин назвал его гением, а теперь он над ним издевается. Он говорит, что никогда не достигнет своих целей, если будет продолжать так дурачиться. Но это была черта, которую он не должен был переступать. Рута думает о своей цели вернуться в сферу и изменить ее в соответствии с последним желанием Ректа и говорит Занке, что он настроен серьезно. Он просит его перестать оскорблять его, и Занка снова достает свое оружие, говоря, что они не поладят. Рута соглашается с ним и достает металлический стержень из мусорного бака неподалеку, пробуждая его силу. Занка потрясен, увидев, что он использует случайный предмет в качестве своего жизненно важного инструмента, и понимает, почему Энджин назвал его гением. Однако он все еще уверен, что если у Рута просто природный талант, то он не сможет победить такого посредственного человека, как он, который упорно трудился, чтобы достичь этого уровня. Рута даже не замечает, что насмешка была отвлекающим маневром, пока посох Занки не падает прямо перед ним, не долетев до него на пару сантиметров. Он вынужден увернуться и убежать, когда Занка переходит в наступление и быстро прижимает его к земле. Занка доволен своей победой, но потом замечает что-то на своем лице. Он вытирает это и из любопытства нюхает, только чтобы обнаружить, что это какашки. Он приходит в ужас, когда понимает, что металлический стержень, который подобрал Руто, был частью вантуза для унитаза. Он пытается объяснить, что такое вантуз, но Рута не в настроении ничего слушать и начинает размахивать вантузом, который все еще полон чьего-то ужина. Занка паникует и изо всех сил пытается увернуться от летящих во все стороны предметов и в конце концов убегает от Рута. Рута не понимает, почему он так напуган, но это все равно работает в его пользу, поэтому он бросается в погоню, пугая Занку вантузом. После того, как они пробежали по разным переулкам, как в старых мультфильмах про Тома и Джерри, Занка выбегает на главную улицу, а Рута бежит за ним. Внезапно кошка сбивает Занку с ног, и он теряет равновесие, давая Рута шанс сократить расстояние. Он высоко подпрыгивает и со всей силы замахивается вантузом на оцепеневшего Занку. В него попадает шквал летящих какашек, и он теряет сознание, а через некоторое время туда приходит Энджин, чтобы проверить их. Он спрашивает Рута, встретил ли он уже своего нового учителя, и тот просто указывает на Занку, который лежит на куче мусора и ведет себя как сумасшедший. Энджин помогает ему привести себя в порядок и подвозит его. Но он не может перестать смеяться над тем, как Занка попался на какашки. Рута тоже травмирован, узнав правду об оружии, которым он размахивал на улицах, а потом Энджин говорит ему, что Занка – избалованный ребенок, и он никогда не ожидал, что кто-то будет так с ним обращаться. Рута может только смотреть на униженного Занку, когда замечает пару ботинок на заднем сиденье машины. Затем Энджин говорит Рута, что их первая встреча была не самой лучшей, но теперь Занка будет его учителем. Он хвалит его, говоря, что он самый опытный тренер, когда дело доходит до обращения с жизненно важными инструментами. Очевидно, Занка очень ценит слова Энджина и начинает хихикать, услышав это. В этот момент Энджин зовет женщину по имени Рио, которая сидит на заднем сиденье машины и спрашивает, когда она приехала. Она просыпается и отвечает, что ей было интересно познакомиться с новым парнем. Рута может только смотреть на нее, потому что она довольно симпатичная. А потом Рио вдруг начинает играть с его волосами, потому что они довольно необычные, и он задается вопросом, не попал ли он случайно в рай. Пока он погружен в свои мысли, Энджин выезжает из города и везет их в штаб-квартиру уборщиков, расположенную посреди дикой природы. Энджин проезжает мимо разрушенных городов и подъезжает к укрепленному туннелю, проходящему через огромную каменную стену. Когда они выезжают с другой стороны, все выходят из машины, и Энджин приветствует Рута в штаб-квартире уборщиков. Рута все еще в шоке от того, что Рио играет с его волосами, и когда он идет к зданию, вокруг него начинают кружить мухи. Внутри здания загорелая секретарша спокойно читает журнал Playboy, и Энджин представляет ее Рута как Сеу. Он говорит, что Сеу смотрит на всех, кто к ним присоединяется. Но как только он собирается рассказать о ее способностях, она вонзает вилку в Рута, убивая обеих мух одним ударом. Рута ошеломлен этим, а затем Сеу приветствует его, говоря, что Энджин рассказал ей все о нем, но она должна лично посмотреть на него, чтобы оценить его потенциал. Когда она начинает фокусироваться на своих очках, Энджин объясняет, что это ее жизненно важные инструменты, которые улучшают ее зрение. И если она сосредоточится, то сможет увидеть, из чего сделан человек. Это новость для Рута, но у него нет времени думать об этом,
потому что Сео пробуждает силу своих очков и смотрит на его потенциал. Она потрясена тем, что видит, и быстро отключает свою способность. Когда Энджин спрашивает ее, что она увидела, она отвечает, что Рута уже спортивный, поэтому ему не нужна тренировка в этом вопросе. И у него также хорошие отношения со своим жизненно важным инструментом, хотя ему нужно немного потренироваться, чтобы правильно им пользоваться. Энджин чувствует, что это еще не все, и Сео говорит, что у Рута на шее сзади какашки. Он начинает смеяться, услышав это, а затем решает отвести Рута к боссу, но смотрит на Сео, потому что знает, что она что-то скрывает. По дороге Энджин говорит Рута, что всего в отряде уборщиков около 100 человек, включая бойцов, охранников и помощников. Однако они всегда разбросаны по разным местам из-за своих заданий, поэтому большинство из них не в штаб-квартире. Он говорит Рута, что ему нужно познакомиться с некоторыми из них, и это не займет много времени. Но как только он открывает дверь в гостиную, он видит там кучу уборщиков и тут же закрывает дверь, потому что они всегда могут познакомиться позже. Вскоре они добираются до комнаты босса, но прежде чем войти, Энджин говорит Рута не начинать разговор с вопроса, как вернуться в сферу. Он говорит ему, что за эту информацию нужно что-то предложить, и он должен начать с обещания работать уборщиком. Он также говорит ему не спрашивать о жизненно важном инструменте босса, потому что никто не знает, что это такое и какова его сила. Рута теперь интересуется боссом, но комната оказывается пустой. В этот момент приходит Сею и говорит им, что босс на задании и вернется через несколько дней. Рута это смущает, но Энджин знает, что это нормально, и говорит ему, что ему нужно подождать несколько дней, чтобы встретиться с боссом. Рута злится на это и спрашивает, что ему делать, пока он ждет. Но тут появляется Рио и говорит ему пойти посмотреть, как она работает. Она говорит, что он не может стать уборщиком, пока его не одобрит босс, поэтому лучшее, что он может сделать, это пойти с ней в качестве стажера. И это тоже ей подходит, потому что она хочет узнать о нем больше. Мозг Рута перестает работать, потому что он никогда в жизни не получал такого женского внимания, поэтому он тихо следует за ней. Они идут в комнату для совещаний, где Сео объясняет, что небольшой городок, расположенный рядом с загрязненной зоной, обратился за помощью, потому что поблизости были замечены маленькие мусорные звери. Рута интересуется загрязненными зонами, и Сео узнает, что Энджин даже не объяснил ему основы. Она говорит Рута, что Земля разделена на безопасные зоны, где можно жить, и загрязненные зоны, заполненные мусором, где живут мусорные звери. Место, где приземлился Рута, было ничейной землей, исключительно опасной загрязненной зоной, и большинство людей погибли бы, если бы туда попали. Затем она дает Рута маску и говорит ему всегда носить ее, когда он будет в загрязненных зонах, потому что без маски он может умереть от ядовитых газов менее чем за 15 минут. Позже Рута присоединяется к Рио и ее команде на задании, и она говорит ему всегда держаться рядом с ней, чтобы он мог многому научиться. Он все еще чувствует себя неловко из-за этого. Но потом он начинает думать, как долго он был в ничейной зоне и сколько яда вдохнул. Затем его внимание переключается на мусор, сваленный перед ними, и он задается вопросом, знают ли люди в сфере, что на дне ямы живут люди. Однако это не имеет значения, потому что самое важное для Рута — это сама куча мусора. Для него это не просто куча мусора, а сокровищница, где он может найти полезные вещи и починить их, и никто его за это не отругает. Затем он догоняет Рио и спрашивает, кто остальные ребята с ней. Она отвечает, что они помощники, и хотя у них нет особых способностей, как у бойцов, они очень помогают в заданиях. Один из помощников протягивает Рута руку для рукопожатия, и когда он нервно пожимает ее, помощник сжимает ее изо всех сил. Рио смеется над Рута, который корчится от боли, и говорит ему, что у этого парня невероятная сила хвата, и он может голыми руками разорвать внешнюю оболочку мусорного зверя. Рута думает, что больше не выдержит эту психопатку. Когда один из помощников предупреждает всех, что приближаются мусорные звери, Рута решает внимательно наблюдать за ними, чтобы узнать как можно больше. Вскоре из жуткого мусорного леса выходит стая маленьких мусорных зверей, похожих на коз, и Рута в панике спрашивает Рио, как им справиться с таким количеством врагов. Она говорит ему успокоиться, потому что это просто слабые и медлительные мусорные звери, которые даже не могут перелезть через деревянный забор. Ее слова подтверждаются, когда мусорные звери-козлы нападают на забор и не могут его повредить, но внезапно появляется вторая волна, и в ней уже более крупные и свирепые мусорные звери. Они начинают толкать забор и ломать его, и Рута в панике спрашивает Рио, что им теперь делать. Она снова говорит Рута, что эти звери лишь немного сильнее предыдущих, и они все еще отлично подходят для тренировки новичка. Она говорит, что им нужно быстро закончить уборку, а потом вернуться на базу и устроить вечеринку в честь возвращения Рута на поверхность. Он не может поверить, что она может быть такой спокойной, когда постоянно рискует жизнью, сражаясь с монстрами. И Рио говорит ему, что если он хочет выжить на Земле, ему нужно позитивно смотреть на мир.
Рута вдруг понимает, что Иджин тоже такой, и чувствует, что ему этого не хватало. Он тоже решает относиться ко всему спокойно, но вдруг огромный мусорный зверь прорывается через баррикаду, и даже Рио паникует, увидев его. Рута поворачивается к ней, чтобы убедиться, что все в порядке. Но она говорит ему, что этот большой зверь потрясающий, потому что она никогда не видела ничего более стильного. Она говорит, что это не лучший материал для обучения новичков, но она собирается повеселиться, сражаясь с ним. Она достает свои ножницы, которые являются ее главным оружием, и Рута может только ошеломленно смотреть на нее. Затем Рио активирует свои ножницы и бросает их в небо, где они становятся огромными и еще более острыми. Она ловит их ногой и бросается к толпе монстров, сбивая их с ног ударом ножниц. Рута даже не понимает, что происходит. А помощник говорит ему, что главный инструмент Рио называется потрошитель, и в отличие от обычных людей, она использует его ногами. Рута понимает, что каждый использует свой главный инструмент по-своему. Когда парень, который пожимал ему руку, говорит ему быть осторожнее, Рута слишком поздно замечает, что на него вот-вот нападет мусорный зверь второго уровня. Но, к счастью, помощник останавливает его голыми руками, а затем разбивает ему голову и бросает его Рио, которая просто разрезает его ножницами. Она говорит помощникам, чтобы они послали к ней еще несколько мусорных зверей, и они подчиняются, бросая в нее этих тяжелых монстров, как будто они ничего не весят. К тому времени, когда Рута осознает все это и понимает, что так сражаются уборщики, Рио уже расправилась со всеми мелкими монстрами, и остался только главный монстр. Помощники решают отключить всех мелких мусорных зверей, которые могут помешать ей сражаться, и разбегаются. Но затем Рута замечает, что один из отключенных зверей проснулся и сбивает с ног помощника. Затем он прыгает на него, и мужчина не успевает увернуться. К счастью, Рута приходит ему на помощь и говорит, что докажет свою ценность, чтобы быстро получить нужную информацию. Он превращает железную трубу в своих руках в оружие, и она превращается в шипастую баррикаду. Рута смущен этим, но потом понимает, что забыл, как использовать свою силу, потому что все это время делал это инстинктивно. Он не понимает, как справиться с ситуацией, и мусорный зверь начинает давить на него. К счастью, в этот момент появляется Рио и быстро расправляется с мусорным зверем, говоря Рута, что он поступил правильно, следуя своему инстинкту, чтобы спасти других. Другой помощник тоже приходит и благодарит ее, а потом спрашивает, победила ли она большого монстра. Рио говорит, что она разрезала его пополам, но он почему-то все еще стоит. Она не понимает, как он смог пережить ее атаку, ведь она уверена, что попала в самое сердце. Но она решает разрубить его на мелкие кусочки, чтобы он стал бесполезным. Помощники решают записать информацию о новом типе мусорного зверя, который невосприимчив к главному оружию, и уходят, чтобы предупредить об этом близлежащие города. С другой стороны, Рио бросается к гигантскому зверю, а Рута остается в замешательстве, потому что никто не говорит ему, что делать. Тем временем Рио прыгает на мусорного зверя и приземляется ему на морду, а потом перепрыгивает на голову и отрубает все торчащие оттуда трубы. Обезглавив монстра, она замечает что-то светящееся у себя под ногами и понимает, что это должно быть сердце, которое монстр пытается спрятать. Но прежде чем она успевает атаковать его, мусорный зверь начинает яростно двигаться и отбрасывает ее. Затем он снова прикрепляет трубы к своей голове и начинает с огромной силой бить челюстью по земле. Рио все еще каким-то образом держится за него, но зверь внезапно направляет свою атаку на Рута и помощников. Рута замирает, увидев, что металлические трубы летят прямо на него, но, к счастью, он не получает прямого удара. Земля под ним разрушается от ударов, и падая, он начинает задаваться вопросом, что он вообще делает. Он думает, что не сможет отомстить за ректы и ублюдков в сфере, и его начинает поглощать тьма. Но помощник приходит, чтобы спасти его от падения в яму и от отчаяния. Он несет Рута на плече, говоря ему, что если у него есть цель, он не должен останавливаться и должен стремиться к ней, пока может. Он говорит ему учиться у помощников, у которых нет никакой силы, но они все равно продолжают делать свою работу. В этот момент Рута замечает, что Рио снова рубит монстра, и, судя по его крикам, понимает, что нашла его слабое место. Она высоко подпрыгивает и с огромной скоростью падает на его голову, пронзая его ножницами и вырывая сердце. Когда она падает на землю и уничтожает сердце, монстр внезапно превращается в пепел. Помощник тут же подбегает к ней и спрашивает, как она победила мусорного зверя, а она отвечает, что ударила не в сердце, а в другое место, и он умер. Она держит в руках резак для картона и говорит, что это было то, что питало мусорного зверя. И помощник не может в это поверить, потому что понимает, что резак на самом деле является главным оружием, и для мусорного зверя это не имеет никакого смысла. С другой стороны, лидер бандитов, которые собирались продать Рута, внезапно просыпается в тускло освещенной комнате.
Он не понимает, где находится, когда вдруг парень, сидящий на диване перед ним, спрашивает его о местонахождении ребенка из сферы, о котором он упоминал во сне. Вернувшись в штаб-квартиру уборщиков, Рио устраивает вечеринку в честь Рута, и вскоре туда приходит Занка, все еще сонный после долгого дневного сна. Он спрашивает Рио, что происходит, и она отвечает, что они устраивают вечеринку в честь Рута, но он тихо сидит в углу, опустив голову. Занка спрашивает, почему этот наглый ублюдок выглядит таким подавленным, и Рио отвечает, что с тех пор, как его главное оружие подвело его во время боя, он стал мрачным и грустным. Занка думает, что это печально, но переходит к новости о том, что Рио столкнулась со странным мусорным зверем. Она подтверждает, что вместо сердца, сделанного из аниме, у мусорного зверя было главное оружие, и они не были готовы к такому открытию. Рио говорит, что, поскольку она все равно ничего не могла с этим поделать, она решила оставить это людям выше ее по рангу, и вместо этого вернулась, чтобы устроить вечеринку. Тем временем Рута все еще дуется, когда к нему приходит лидер команды поддержки, чтобы поговорить с ним. Он представляется как Грис и говорит Рута, что вчера он отлично справился. Рута думает, что он вообще ничего не сделал, но Грис напоминает ему, что он защитил другого помощника от мусорного зверя. Рута говорит, что хотя ему это удалось, он не смог правильно использовать свою силу, и его пришлось спасать Грису и Рио. Он расстроен, потому что даже на сфере он постоянно терял контроль, и Ректа приходилось прикрывать его. Рута чувствует себя полным неудачником, который никогда не оправдает ничьих ожиданий. Но тут Грис внезапно благодарит его, полностью прерывая ход его мыслей. Он говорит, что большинство новичков-уборщиков считают помощников неудачниками без настоящей силы, но Рута был другим. Затем Грис рассказывает о Фалау, парня, которого спас Рута. Он присоединился к уборщикам, чтобы стать бойцом, но поскольку у него сейчас нет главного оружия, он работает помощником, храня один предмет, надеясь, что когда-нибудь он станет его оружием. Грис говорит Рута, что ему не стоит слишком много думать о том, чтобы стать сильнее или оправдать ожидания других. Он спрашивает его, чего он всегда хотел, даже до того, как в сфере все стало плохо. Рута начинает глубоко задумываться об этом. И Грис говорит ему, что если он сможет найти то, что пробудило огонь в его душе, то сможет найти свой путь. Затем он гладит Рута по голове, говоря ему верить в себя. Рута это трогает, но тут приходит и Джин и опирается на него, разрушая эмоциональное настроение. Он спрашивает Рута, почему тот ничего не ест, а потом приходят Рио и Занка. Все говорят Рута присоединиться к вечеринке, потому что он сегодня звезда, а еще потому, что еды на всех не хватит. Рута глубоко тронут тем, что все заботятся о нем, и он идет за ними. Пока они все едят, какой-то парень вдруг включает музыку и берет банки с краской. Он начинает разрисовывать стену, и Иджин говорит ему внимательно следить за парнем по имени Гоп, потому что он делает, что хочет, не заботясь о других. Пока Гоп рисует на стене, все остальные жалуются, говоря ему подождать, пока они закончат есть. Но, как уже было сказано, ему все равно. Тем временем на первом этаже мамочка Симиу возвращается за свой стол и предчувствует, что ей вот-вот позвонят. Она берет трубку в ту же секунду, как раздается звонок, и получает запрос. Она вызывает Занку и команду помощников, чтобы выполнить этот запрос. Но Занка спрашивает ее, что Рута делать с группой, если его официально не приняли в уборщики. Сию говорит ему, что запрос, который они получили, касается Рута. Она объясняет, что запрос поступил от торговца, на которого напал мусорный зверь, когда он пересекал загрязненную зону. Он спасся, но его ценный груз был украден, и теперь он хочет, чтобы они победили мусорного зверя и вернули груз. Здесь нужен Рута, потому что груз — это живой сферит. Все в шоке, и Сию говорит, что очень редко можно увидеть двух живых сферитов на поверхности одновременно, а это значит, что происходит что-то странное. И она хочет, чтобы Рута сам посмотрел на это. Рута начинает думать об этом, и Грис говорит ему контролировать свои чувства, прежде чем принимать решения. Рута знает, что он не может правильно использовать свою силу, и это может стать обузой для команды, но он все равно хочет увидеть другого сферита, потому что это может дать ему подсказку, как вернуться на поверхность. Он решает пойти с ними, и Занке это не очень нравится, но Сию точно знает, как заставить его согласиться на все. Она говорит, что этот квест изначально предназначался для Иджина, но он сейчас занят другим запросом и сказал, что доверяет Занке. Этого достаточно, чтобы Иджин обрадовался, и он с радостью ведет свою группу через загрязненную зону. По дороге Рута спрашивает Криса, есть ли у него оружие, и тот отвечает, что у него есть нож, но он больше доверяет своим рукам. Один из помощников говорит Рута, что у Гриса тоже есть талисман, которому он часто молится, и он смущается, что его секрет раскрыт. В конце концов, он решает показать талисман Рута, говоря, что в нем нет ничего особенного,
но он дает ему что-то, за что можно зацепиться. В этот момент они замечают жуткого парня, стоящего позади них. Девушка, чье имя определенно Фейтом, говорит, что она торговец, который нанял их для этой миссии. Рута внезапно начинает задавать ей вопросы о сферите, и торговец отвечает, что она везла свой багаж, когда случайно наткнулась на бессознательного сферита. Она беспокоилась о них, поэтому унесла их, но потом на них напал мусорный зверь и похитил сферита. Рута спрашивает торговца, собирается ли она продать сферита, и она отрицает это, говоря, что не хочет этого делать, и просто очень интересуется сферитами. Занке кажется, что эта история полная чушь, как и та, к которой они направляются. Мусорные звери нападают на людей, как только видят их, и не станут похищать кого-то специально. Он думает, что здесь что-то не так, но решает разобраться с этим, когда придет время. Затем торговец ведет их к зданию, куда убежал мусорный зверь, похитив этого сферита. Занка говорит всем быть начеку, потому что мусорный зверь может напасть на них с любой стороны. Но когда они входят в здание, то обнаруживают, что там никого нет, кроме человека на другом конце. Торговец говорит, что это сферит, и начинает подталкивать Рута к нему, и других уборщиков тоже подталкивают. Когда они подходят достаточно близко, Рута понимает, что это не человек, а кукла, одетая как сферит, но уже слишком поздно, потому что торговец отпрыгивает назад и говорит им поторопиться. В следующий момент земля под ногами Рута превращается в грязь, и вся группа падает на нижний этаж. Они удивляются, что произошло, и торговец спрашивает, все ли с ними в порядке. Они отвечают, что все в порядке, и спрашивают, что это за место, и где сферит. Торговец жутко смеется и указывает на Рута, говоря, что он и есть сферит, а потом внезапно превращается в грязь и тает. В этот момент они слышат два голоса, зовущие сферита, а затем из темноты к ним приближаются два фиолетовых огонька. Теперь Занка все понимает, особенно из-за фиолетовых электрических огней. Он знает, что людей, которые их подставили, зовут рейдерами, и они даже не скрывают, что планируют украсть Рута у уборщиков. Рута в замешательстве от этой новой группы странных людей, и Грис говорит ему, что они бандиты этого мира. Но что делает их опасными, так это то, что они тоже дарители. Он немедленно приказывает своей команде найти путь к отступлению. А он и Фало будут защищать Рута. Он просит Занку разобраться с двумя рейдерами самостоятельно, и хотя Занке это не нравится, он понимает, что другого выхода нет. Уборщики бегут в противоположном направлении, и Грис говорит Рута следовать за ними. Рута говорит, что сам справится с бандой рейдеров, но Грис предупреждает его, чтобы он не недооценивал рейдеров, особенно когда они не знают об их способностях. С другой стороны, Занка насмехается над рейдерами, говоря, что всегда знал, что они придут за Рута, но никогда не думал, что они так быстро его выследят. Он спрашивает, собираются ли они его продать, потому что живой сферит может принести им достаточно денег, чтобы жить в роскоши. Рейдеры смеются, говоря, что не собираются продавать Рута. Вместо этого им действительно интересно узнать о сфере, а разговор со сферитом – лучший источник знаний. Они хотят узнать много всего, особенно как он пересек барьер и не умер. Занке тоже интересно узнать о барьере, но он решает быстро разобраться с рейдерами. Он говорит, что раз они все это устроили, ему не нужно беспокоиться о мусорном звере. Женщина-рейдер отвечает, что ему все равно придется беспокоиться о грязевых куклах, которых она может создавать по своему желанию. А Занка говорит, что может справиться с такими слабыми противниками с закрытыми глазами. Он внезапно активирует свой посох и начинает уничтожать грязевых кукол, но мужчина-рейдер прячется среди манекенов и нападает на него сзади. Занка едва успевает среагировать на его атаку и врезается в колонну. Мужчина снова прячется в грязевой кукле, и женщина-рейдер говорит Занке, что уборщики сражаются только с мусорными зверями и понятия не имеют, как бороться с людьми. Она говорит ему, что это будет последняя игра в «Найди настоящего», в которую он когда-либо играл, и он готов сражаться изо всех сил. Он продолжает уничтожать грязевых кукол, но мужчина-рейдер наносит ему удары в спину. Занка загнан в угол, и когда он пытается броситься на женщину-рейдера, чтобы победить ее, его ноги скользят по луже грязи, которую она заранее создала. Она говорит ему, что он единственный боец в группе, который может сразиться с ней, и как только он упадет, остальные будут беззащитны. Она говорит, что он скоро проиграет, но тут Занка внезапно кричит на нее, говоря, чтобы она начала подкаст, если ей так хочется поболтать. Он говорит, что раньше думал, что она управляет грязевыми куклами с помощью своей лопаты, а парень использует свой жизненно важный инструмент, чтобы наносить урон. Но, понаблюдав за битвой, он понял, что его первое предположение было неверным. Он говорит, что мужчина просто бьет его, а его жизненно важным инструментом, похоже, являются снегоступы, которые позволяют ему легко передвигаться по твердой земле. Он говорит, что теперь понятно, почему он так легко передвигается, хотя земля покрыта грязью, и насмехается над двумя рейдерами, называя их идеальной парой. Это внезапно выводит женщину из себя,
И она говорит ему заткнуться, но он, конечно, не затыкается. Он говорит, что, возможно, у него нет опыта борьбы с людьми, но он знает свой жизненно важный инструмент гораздо лучше, чем они. Он говорит, что именно поэтому он может делать то, что они не могут, и девушка внезапно нападает на него. Занка сильно ударяет посохом по земле, и по всему помещению разносится звуковая волна. Он чувствует изменения в вибрации, когда звуковая волна проходит через грязевых кукол, и когда она достигает той, где прячется мужчина-рейдер, он сразу же замечает его. Затем он на полной скорости бросается на него и одним ударом вырубает его, а затем бьет и женщину-рейдера. Когда она теряет сознание, ее грязевые куклы мгновенно разваливаются, и Занка говорит, что они были просто кучкой новичков,